Привет! Меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить вкуснейший тортик 3 шоколада. Я не пыталась убрать из этого торта шоколад, потому что он здесь главный. И без него это будет совсем не 3 шоколада. Но я сделала для вас этот рецепт простым, как всегда без сахара, белой муки и лишних жиров. И при этом очень вкусным и по-настоящему шоколадным. Друзья, я подготовила для вас рецепт конфет коровка в ПП варианте, максимально похожих по вкусу на оригинальные конфеты. Эти низкокалорийные конфетки готовятся всего из 4 ингредиентов. В следующем видео вы узнаете, как приготовить эти вкуснейшие конфеты всего за 5 минут. Подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить эти вкуснейшие конфеты. Первым делом приготовим корж. Из сухих ингредиентов нам понадобится 30 грамм овсяной муки, 15 грамм любой другой муки, у меня соевая, как наиболее белковая, 10 грамм какао и 2 грамма разрыхлителя. Смешиваем все сухие ингредиенты до однородности. В емкости для взбивания соединяем 2 яйца комнатной температуры или теплее, буквально полграмма соли и 4 грамма интенсивного подсластителя, либо 40 грамм натурального сиропа. Взбиваем миксером. Теплые яйца взбиваются лучше, поэтому можно даже их предварительно нагреть или взбивать в емкости с теплой водой. Взбиваем столько, насколько у вас хватит терпения. Обычно уже через 2-3 минуты масса достаточно пышная, даже при взбивании простым миксером небольшой мощности. Я повзбивала 4 минуты. Вот такая прекрасная консистенция получается. Перекладываем массу в емкость, удобную для смешивания, и добавляем сухие ингредиенты. Аккуратно перемешиваем лопаткой снизу вверх. Яйца при добавлении муки с какао обычно немного оседают. Это нормально, все равно корж получается прекрасно. Когда все промешано до однородности, добавляем 20 грамм молока. Вместо молока можно добавить кокосовое молоко или 1 столовую ложку кокосового масла. Тоже получится очень вкусный корж. Также тщательно перемешиваем лопаткой до однородности. И отправляем тесто в форму для выпечки. У меня это кольцо диаметром 16 см, которое стоит на антипригарном коврике. Если ваш противень достаточно ровный, то такое тесто никуда не вытечет. Попробуйте этот простой способ. Отправляем в разогретую до 160 градусов Цельсия духовку на 15 минут. Если ваш желатин по инструкции требует предварительного замачивания, то самое время замочить его. Нам понадобится 3 порции. В первой чаше 150 грамм воды для горько-шоколадного слоя. В остальных 2 по 24 грамма воды. В каждую порцию добавляем по 4 грамма желатина и оставляем набухать. После выпекания корж очень легко отходит от антипригарного коврика. И в чем плюс именно этого коржа, он не поднимается высоко, и его поверхность после выпечки остается ровной. Это очень удобно. Можно достать корж, обернуть ацетатной лентой и поставить обратно в кольцо для дальнейшей сборки. Но меня часто спрашивают, можно ли обойтись без ацетатной ленты, и сегодня я покажу вам как. Итак, мы не срезаем верхушку коржа, поэтому я рекомендую вам проколоть вилкой его поверхность, ту тонкую пленочку, запекшуюся сверху. Это поможет пропитке легко проникнуть внутрь коржа, а также муссу лучше соединиться с коржом. Хотя за счет короткого времени выпекания пленочка здесь чисто символическая. Пропитываем любой жидкостью, это может быть вода с сиропом, молоко с подсластителем, какао или горячий шоколад. Пропитки на этот корж понадобится около 20 грамм. И приступим к приготовлению мусса. Готовим слой горький шоколад. Для этого соединяем в сотейнике заранее замоченный желатин. Тут 4 грамма желатина в 150 граммах воды. Добавляем 8 грамм подсластителя. Отправляем на плиту и прогреваем до растворения. Кипятить желатин не стоит. Желатин растворяется уже при 60 градусах Цельсия. И как раз при такой температуре можно вводить шоколад. Убедитесь, что ваша желатиновая масса не слишком горячая, чтобы шоколад не свернулся.
100 грамм горького шоколада без сахара с содержанием какао-продуктов 72%. Тщательно перемешиваем лопаткой до полного растворения шоколада. Если вдруг шоколад у вас еще не промешался, а масса уже остыла, то прогрейте ее импульсами в микроволновке или на водяной бане. Шоколад не стоит перегревать. Вот такая однородная масса должна получиться. Для удачного взбивания мусса нам понадобится чаша со льдом. Выкладываем лед и заливаем холодной водой. Шоколадную массу переливаем в стакан для взбивания. Почему удобен стакан? Потому что вначале шоколад может разбрызгиваться. Устанавливаем стакан в чашу со льдом и начинаем взбивать. Очень, кстати, удобно взбивать в мерном стакане, в таком, на котором нанесена шкала в миллилитрах, потому что перед взбиванием вы можете замерить, сколько у вас шоколада в стакане. Например, в данном случае у меня 200 мл. В процессе взбивания масса увеличится в объеме примерно на 1/3. Это и есть один из показателей готовности мусса. Также, если в начале взбивания шоколад разбрызгивается, то на стадии готовности брызг уже точно не будет. Кроме того, при взбивании шоколада масса заметно светлеет. И еще один показатель готовности – чаша с муссом охлаждается примерно до 30 градусов Цельсия. Но самое главное, конечно, увеличение массы в объеме. Как только вы обнаруживаете эти признаки, заканчивайте взбивание и вынимайте стакан изо льда. Вот такой мусс на горьком шоколаде получается. Выливаем его в форму с коржом. Если требуется, немного распределяем и отправляем в холодильник до застывания поверхности. Для второго слоя соединяем в сотейнике 4 грамма желатина, замоченного в 24 граммах воды, 100 грамм молока и 7 грамм подсластителя. Отправляем на плиту и доводим до полного растворения желатина. При температуре смеси примерно 60 градусов Цельсия добавляем 100 грамм молочного шоколада без сахара и тщательно размешиваем. Переливаем в стакан для взбивания. Добавляем лед в чашу. Помещаем стакан в чашу со льдом и взбиваем. Здесь все точно так же. Следите за увеличением мусса в объеме. Еще один нюанс взбивания такого мусса. Здесь важно вовремя закончить. Когда мусс увеличился в объеме, немного посветлел и остыл, заканчивайте взбивать. Потому что при переохлаждении шоколад начинает застывать, причем крупинками, что не очень красиво и не очень удобно при заливке мусса. Но это точно поправимо. Если вдруг у вас такое произошло, отлейте половину смеси и прогрейте ее немного. Потом соедините с муссом, промешайте. Убедитесь, что крупинок не осталось, и продолжите взбивание по прежней схеме. Вот, смотрите, шоколад явно посветлел. Мусс увеличился в объеме примерно на 1/3. Сразу достаем стакан из льда. К этому времени поверхность первого слоя мусса уже застыла. Выливаем второй слой. Потрясем немного и отправляем в холодильник застывать. Для третьего слоя соединяем в сотейнике 4 грамма желатина, замоченного в 24 граммах воды, 110 грамм молока, 50 грамм сухого молока и 7 грамм подсластителя. Размешиваем. Если у вас сухое молоко комочками, как у меня, то ему может потребоваться некоторое время, чтобы полностью размокнуть. Отправляем молочную смесь на плиту и прогреваем до растворения желатина. В теплую массу выкладываем 45 грамм какао-масла и тщательно размешиваем до полного растворения масла. Дальше все по старой схеме. Дополняем нашу миску льдом, ставим в нее стакан и взбиваем. Признаки готовности все те же самые. Смотрите, он тоже посветлел в процессе взбивания. Как только мусс увеличился в объеме примерно на 1/3, выливаем его к остальным слоям. Потрясем немного форму и отправляем в холодильник до застывания поверхности.
И я решила покрыть торт глазурью. Для контраста это будет темный шоколад. Понадобится 50 грамм нагретого молока, его температура около 60 градусов Цельсия. Добавляем в него 55 грамм горького 72% шоколада. И тщательно размешиваем до полного растворения. Вот такая простейшая глазурь. Кстати, с ее помощью можно сделать и подтеки на торте, но я буду заливать просто ровным слоем. Бывает, в глазури образуются мелкие пузырьки, их можно лопнуть зубочисткой. Вот так. Отправляем наш тортик в холодильник примерно на 4 часа, чтобы все слои хорошо застыли. Когда торт готов, вынимаем его из формы следующим образом. Проходимся по бортику ножом. Здесь нам нужно отделить только корж. Ставим торт в кольце на подложку. Наливаем горячую воду, настолько горячую, насколько могут выдержать ваши руки. У меня около 55 градусов Цельсия. Окунаем в нее длинное полотенце. Тщательно отжимаем, чтобы вода с него не стекала. И окутываем тортик. Наша задача таким способом растопить мусс по стенкам формы. Есть и другой способ, можно воспользоваться феном. В любом случае оттаивание происходит очень быстро. По глазури видно, что она подтаяла с краю. Еще пару секунд и пробуем поднять кольцо. Торт выскальзывает из кольца очень неспешно, но все удачно. Смотрите, на первый взгляд торт выглядит не очень привлекательно, потому что нижние слои смазались на верхние. Но это очень легко исправить. Берем нож и счищаем налипший слой, пока он еще мягкий. Не бойтесь повредить сам мусс, потому что он достаточно плотный. Вот так аккуратно все получилось. Хотя способ с ацетатной лентой, конечно, проще. Все, наш вкуснейший мега-шоколадный тортик готов. Нет ничего вкуснее для всех, кто любит шоколад. Давайте его разрежем. В меру воздушный и в меру плотный мусс. По текстуре ближе всего к пористому шоколаду, только помягче. Очень нежный и мега шоколадный. Особенно мне нравится в торте 3 шоколада именно сочетание разных видов шоколада. Сладкий белый удивительно гармонично сочетается с горьким, а молочный дополняет этот ансамбль своим нежным вкусом. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными сладостями. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!